первом видео про универсальные печатные педали я говорил о том, что есть возможность, техническая возможность сделать педали с загрузкой, с пружинной загрузкой, которая будет возвращать педали в центр. Я не помню, упоминал ли тогда, что я планировал делать печатную загрузку, то есть пружину из напечатанного на 3D принтере пластика. Но вот я это сделал. Перед вами, возможно, первая в мире, первая известная мне точно, полностью сделанная из пластика. Не композит стеклопластик, не стальные пружины, не что-то такое, именно напечатанный механизм, так называемый мягкий механизм, по-английски называется compliant. Суть его состоит в том, что есть отдельные элементы, которые сами по себе гибкие, и они возвращают вот эту конструкцию всю в центр. Здесь ось вращения, и нужно преобразовать вращательный момент в поступательное движение, в линейное. Что делает вот эта пружина? Саму пружину я не разрабатывал, я нашел готовый аналог, которых очень много в сети. Это так называемая пружина постоянного усилия и линейного перемещения. Если я нажимаю на педаль, вращается ось, зубчатая шестерня вращает зубчатую рейку, передвигает ее, и пружина реагирует. Вот как это выглядит. Отпускаю, она возвращает центр. Нажимаю, возвращает центр. На текущий момент эта пружина уже наработала точно больше 5 часов. За эти 5 часов она не сломалась, не изменилась, ничего не произошло. Это не окончательный вариант, это предварительный макет, который я собрал для того, чтобы просто проверить, будет ли работать эта штука вообще. Оказалось, что она работает, и работает очень хорошо. Кроме того, что теперь не нужно делать сложных устройств для загрузки, для возврата педали в центр, например, или джойстика, теперь достаточно все это печатать. Но еще более важный момент, что есть не только возможность сделать загрузку и легко его воспроизводить практически в неограниченном количестве, есть возможность сделать эту загрузку триммируемой. То есть можно сделать так, что физические педали будут триммироваться. Если я потяну вот так, видно, что я смещаю вот эту центральную часть, и педали тоже изменяют свое положение. Если менять вот эти части, сдвигать их вперед-назад линейно, то получается, что они будут перемещать центр. И таким образом можно получать реальный физический триммер без необходимости сложных систем, обратной связи, и не просто сложных, а еще и дорогостоящих систем, обратной связи, каких-то мощных сложных устройств, электромагниты и прочее, прочее. Теперь ничего не нужно. Это просто печатается. Вопрос нескольких часов изготовления в лучшем случае. Если есть, конечно, готовая конструкция. Центр возвращает она хорошо, но так как это просто прикрученная к фанере кусок пластмассы, он испытывает некоторое трение, и возврат в центр не идеальный. Плюс здесь еще есть в настоящий момент люфт. Люфт, естественно, можно устранять, можно не устранять. Я тестировал эти педали на разных симуляторах. Вы знаете, я, честно говоря, ногами этот люфт не чувствую. И небольшой люфт, который позволяет чуть-чуть выставлять педали вокруг центра, даже где-то удобен. Но, конечно, я буду стремиться довести эту систему до совершенства. Если не до совершенства, то хотя бы до безупречного состояния. И буду информировать всех, кто смотрит.